Здравствуйте, друзья! С вами Роман Фат. Есть дни, которые можно пропустить, а есть дни, которые меняют траекторию нашей жизни. Если вы сейчас находитесь в точке, где нужен сдвиг, где вы уже не можете по-старому, но не знаете, как по-новому, значит, это видео для вас. 11 июня 2025 года наступит полнолуние, которое не просто красиво в небе. Оно открывает один из мощнейших порталов этого лета. Финансовый, энергетический, личностный, судьбоносный. Как угодно это назовите. Но если вы упустите его, придется ждать следующего шанса. А если войдете в него осознанно, сможете обнулить старые финансовые программы и заложить фундамент на новую реальность. Полнолуние – это всегда кульминация. Это как энергетическая волна, которая усиливает все, что у вас уже есть. Сомнение, усталость, нерешительность или же ясность, намерение, готовность. И ваша задача зайти в этот пик с правильным кодом. Но 11 июня 2025 года это не просто полнолуние. Это лунный пик в знаке Стрельца, который дает импульс к росту, к деньгам, к новому взгляду и к резкому прорыву. Стрелец – это огонь. Он активирует темы свободы, путешествий, образования, финансовых скачков и расширения границ мышления. Это не продержать, чтобы не потерять. Это про идти туда, где вырастешь. Добавим сюда еще саму дату. 11.06.2025. Число 11 – это сильное число. Это рубеж между до и после. Оно не сводится к простым значениям. Это вибрационный код перехода, интуитивного прозрения, выбора пробуждения внутреннего авторства. Когда вы видите 11, особенно в таких датах, как 11 июня, это не просто красивая дата. Это вопрос. Ты готов или ты снова пройдешь мимо? Шестерка – это число Венеры, а значит это про деньги, про внутреннее достоинство и про принятие. В сумме вся дата дает 8. Число силы, власти и материального успеха. Получается, что 11 июня – это вход в финансовый поток через личный выбор. Не через чудо, а через то, насколько вы честны с собой. Вы можете сказать: ну хорошо, красиво звучит. А что мне с этим делать? И вот здесь я хочу рассказать, как я объясняю это своим клиентам. На каждой консультации. Когда мы подходим к вопросу денег, я говорю: полнолуние – это не магия. Оно не делает что-то за вас. Оно усиливает то, что вы носите в себе. Если вы заходите в этот день в хаосе, хаос станет в 2 раза громче. Если вы заходите в ясности, ясность откроет двери. Все очень просто. Один мой клиент, мужчина 47 лет, вечно откладывал запуск своего проекта. Он умный, у него был готовый продукт, но он не решался. Ни время, ни готов. Сейчас все сложно. Стандартный набор. В одной из таких полнолуний я дал ему практику, очень простую, как вы получите сегодня. И знаете, что произошло? Он ее не просто сделал, он вошел в это действие осознанно. Через месяц он вышел на первую выручку 1,5 миллиона. Так вот, полнолуние – это день, когда Вселенная не делает что-то за вас. Она вас просто спрашивает: ты точно это выбираешь? Вот почему 11 июня нельзя пропустить. Полнолуние действует как закрепитель. Оно фиксирует текущие вибрации и масштабирует их. То, с чем вы входите, оно усиливает. Если вы заходите в день с тревогой, обидами, бедностью, этот код сохраняется и усиливается на ближайший лунный цикл. А если вы входите в этот день с намерением, с уважением к себе и к своему внутреннему выбору, цикл разворачивается в вашу пользу. Это не философия, это психоэнергетическая реальность. Полнолуние в Стрельце – это как окно. Или вы его открываете и впускаете новую энергию, или продолжаете жить в старом. Вы можете знать про астрологию, вы можете слушать видео, читать прогнозы. Но я всегда говорю: знание без действий – это балласт. Оно ничего не запускает. Только прожитое и сделанное меняет траекторию. Вот почему я не просто делюсь с вами анализом даты. Я даю вам инструмент. Простую, но мощную практику, которую можно сделать 11 июня. И этим активировать новую линию реальности. Что для этого понадобится? Обычный ключ. От чего угодно. Главное, чтобы он был только у вас.
Зеленая свеча – это символ денег и роста. Лист бумаги и ручка. И, конечно, 15 минут тишины. Лучше всего эту практику делать 11 июня с 20 до 23:00 по местному времени. Лучшее время для этого – это 2 часа от пика полнолуния. Что для этого нужно? Первое – это создать пространство. Зажгите свечу, сядьте спокойно, настройтесь на ваше желание и на честность к самому себе, что вы хотите перейти в новую финансовую реальность. Уберите в сторону суету и страхи. Возьмите ключ, держите его в руке, посмотрите на него и скажите: «Я открываю путь к деньгам, которые соответствуют моей силе, моим действиям и моей новой жизни». На бумаге напишите 3 вещи. Сколько вы хотите зарабатывать ежемесячно? Как вы хотите себя чувствовать, имея эти деньги? И что вы готовы отпустить, чтобы это пришло? Сложите бумагу, положите на нее ключ и скажите: «Я активирую этот выбор. Пусть приходит то, что мое, и уходит все, что мне мешает». Оставьте свечу догорать, а бумагу сложите в кошелек, сейф или к документам. Ключ носите 9 дней с собой как маркер нового цикла. После этой практики я советую не спорить с людьми, не доказывать и не объяснять никому, что вы сделали. Не ждите мгновенного результата. Это не волшебная кнопка «Деньги завтра». Это разворот цикла. Делайте действия, даже если они минимальные. Деньги идут туда, где есть движение. Каждый раз, когда мы встречаемся с такими датами, перед нами один вопрос: а готов ли я жить иначе? 11 июня – это как перекресток. Вы можете пойти налево в старое или направо в новое. Но важно в центре не задерживаться. Энергия двигается. Если вы дослушали это видео до конца, вы уже не такой, как были раньше. Это значит, что вы почти у двери ваших новых возможностей. Теперь осталось одно – взять ключ и открыть эту дверь. Еще больше полезной и интересной информации у меня в телеграм-канале. Подписывайтесь на него по ссылке в описании к видео. С вами был Роман Фат. Берегите себя и помните: то, во что вы верите и что вы делаете, это и есть ваша реальность. До встречи.